Я наконец-то прошел новую часть Мафии, и сегодня я расскажу о том, что вообще это за игра и как она играется по сравнению с прошлыми частями, и как серия реабилитировалась после провальной тройки. Ну, часть, кстати, не новая, она вышла в 25-м году, просто руки у меня до нее дошли только сейчас. Ну, если вам интересно, да, надеюсь, вы досмотрите это видео до конца. А так, вкратко, о чем будет игра? Ну, игра переносит нас в Сицилию, точнее на Сицилию в начало 20 века и показывает, как вообще зарождалась Коза Ностра. Мы будем играть за совершенно нового героя, но при этом в игре увидим отсылки, ну, к всем номерным частям, то есть там увидим героев из первой, из третьей части, из второй, поэтому давайте начнем просмотр. Сицилия, начало 20 века, наш главный герой Энцо Фавара, молодой парень, работающий в серной шахте, ну, это не прозвище, это термин. Его обозначает Каруса. То есть это ребенок, проданный в рабство за долги. Ну, по факту не рабство, ну, точнее, по сути это не рабство, но по факту это рабство. Вот он со своим другом Гаэтано мечтает свалить из этого ада. Они скопили немного денег, пробираются по шахте, работают и ждут, когда уже свалят в Америку дядя Гаэтано. Но тут происходит трагедия. Однажды их просто поднимают во время работы, точнее, во время отдыха, и говорят, что нужно идти и делать работу на опасном участке шахты. В итоге вызывают их обоих, точнее, вызывает Энса, а Гаэтана идет с ним, потому что, ну, они друзья, не разлей вода, и в итоге случается трагедия, Гаэтана умирает, потянувшись за своими деньгами, и Энса, то есть в шоке из-за потери лучшего друга, из-за всего произошедшего, из-за адских условий, в которых он содержался. У него, короче, не выдерживают нервы, и он набрасывается на местного надсмотрщика, бригадира по прозвищу Ильмерова. У них завязывается драка на ножах. Это, кстати, тоже не выдумка, а реальная история сицилийская. То, что у них были такие, типа, как дуэли чести на ножах. Кое-как он смог скрыться от них, но скрыться в итоге не получилось, потому что он сбежал с этой шахты, спрятался на другой территории, на территории противоборствующей семьи, но в итоге его находят и спасает его прибывший Дон Таризи вместе со своими людьми. В принципе, дальше я потом уже разъясню, кто такие там, кто есть, кто такой Дон Спадара, кто такой Дон Таризи. Сейчас главное то, что Энса спасся, и его принимают не то чтобы пока в семью, а просто принимают пока к себе, как работника. Прибывая на виноградник, Энса вот располагается, Лука объясняет ему, то, что вот пока твое место, можешь тут отдохнуть. В принципе, Энса доволен всем, и сейчас кратко расскажу, кто вообще такие Дон Спадара и Дон Таризи. Дон Спадара это был владелец шахты, один из крупнейших донов на Сицилии. Он владел шахтой, где работал Энцо, у него есть там свои помощники, вот Ильмерва, с кем мы дрались на ножах, один из них. А Дон Таризи это владелец другой земли, он владеет виноградниками, вот как раз-таки на его землю мы сбежали и спрятались, и сейчас пребываем у него на винограднике, то есть, получается, на его земле, и будем работать на него. Ну и начало нас знакомит, получается, с племянником Дона Таризи, это Чезаре, он будет вообще, ну, как основной персонаж в сюжете, будет наш напарник, и он дает нам мелкие поручения такие, чтобы, ну, мы более-менее влились. Потому что Энцо, в принципе, пребывает как дикий загнанный зверь, который вообще никому не доверяет, и он вообще удивлен, то, что к нему относятся первый раз как к человеку. Да, и в этой миссии мы будем просто проходить мелкие поручения, там таскать какие-то там посылки и, в принципе, больше ничего. Покажут нам виноградник, на котором мы будем жить, и покажут основных персонажей. Ну и параллельно будет развиваться линия, ну, то есть основная линия будет это вражда между Доном Таризи и Доном Спадара, а параллельно будет развиваться линия отношений Энса и дочки Дона Таризи Изабеллы. То есть Изабеллу мы первый раз встречаем, когда нас припахивают на участке чистить конюшни. У них, в принципе, с первого взгляда завязывается какая-то химия. И в дальнейшем это будет развиваться, ну,
как в шекспировскую историю о запретной любви, о том, то, что она такая аристократка, а Энса, в принципе, ну, никто, бомж, раб. Ну, а пока что они просто первый раз знакомятся, Энса даже не знает, кто она такая, и, в принципе, на этом все. В дальнейшем будем дальше разбирать их отношения, потому что, в принципе, в конце эта ветка перетекает плавно в основную. Ну и начало игры, в принципе, плавно нас знакомит со всеми основными персонажами игры, ну, по сути, нашими союзниками, так, можно так сказать. Это Дон Бернардо Торизи, вот с виду такой прямо хороший мужик, но со своими приколами. Его младший босс Лука, который нам, в принципе, становится наставником, и как старший брат Чезаре, которого мы уже видели. Это молодой ровесник Энса и племянник Дона. Ну, такой чисто шебутной парень. И Тина это советник Дона, его консильери. По его роже сразу видно то, что это, ну, серьезный мужик, который вообще сразу, ну, то есть, по игре он сразу даст понять то, что Энса он вообще не считает за человека и вообще считает то, что ошибкой, то, что его приняли к себе пока что не в семью, а просто на работу. Ну и заканчивается вступление тем, то, что Дон Торизи празднует день рождения своей дочери, все празднуют, Энса в первый раз нормально питается, даже Лука ему делает замечание, то, что ты не свинья, типа, ешь нормально, веди себя нормально. Ну и все, в принципе. В дальнейшем мы начинаем работать на семью Торизи и потихоньку вливаться в этот весь криминальный мир. В принципе, игру можно разбить на 3 основных этапа. Это вступление в семью, то есть когда мы будем зарабатывать себе репутацию, потом, когда мы будем член семьи уже, и, в принципе, закат, финал. Ну и первое серьезное задание у Энса появляется, когда проходят ежегодные скачки на конях Палео, и у Дона Торизи его всадник напивается и не может выйти, и Энса проявляет инициативу и предлагает свою кандидатуру. В принципе, его одабривают, но единственный, кто против, это Тина, и Тина в открытую говорит то, что он батрак, то, что он вообще не должен здесь находиться, и то, что это вообще Энса, это недоразумение. Но в итоге Энса доверяет эту работу, он выигрывает, потом защищает Изабеллу во время празднования победы, и +1 в карму уже себе зарабатывает, то есть +1 очко в семье. Но Лука его сразу осаждает и говорит то, что он не должен находиться рядом с дочерью Дона, потому что люди могут подумать что-то не то, и это опасно для него, для нее и вообще для всех. Да, потом она извиняется в письме, точнее, пишет то, что спасибо, то, что заступился за меня туда-сюда. Там нам можно будет с ней встретиться в саду, поговорить с ней, но нас палят Тина, и, в принципе, он тоже скажет то, что знай свое место, Карусу. Следующая миссия, мы будем собирать, так сказать, налоги с местного населения. Ну и в конце нам дадут первый раз пострелять, мы там постреляемся против бандитов, и, в принципе, ничего интересного. Ну, вообще, в принципе, начало не особо такое интересное, разве что, наверное, крайняя миссия из пролога. Ну, еще можно, точнее, можно отметить момент, когда мы встретим молодого Лео Галанта из второй части и его дедушку местного Дона. То есть это будет еще один из ключевых персонажей. Третий Дон, забыл его имя, но Дон Галанте, он, короче, такой, типа, уравнитель между двумя Донами, между Спадара и Торизи. Некоторое время спустя на виллу к Дону Торизи приезжает барон Фонтанелло. Это, в принципе, важная личность для сюжета. Он местный аристократ, он, по сути, владеет этими землями, а Дон Торизи их арендует у него. Они хотят заключить какую-то сделку, ну и плюс посватать своих детей. У барона Фонтанелло это сын, а у Дона Торизи, ну, дочь Изабелла. Ну, что если сын-то вроде бы и не против, то Изабелла, в принципе, вообще, ну, не уважает сына барона. Они хотят прогуляться в местный храм, но там случается заварушка, и в итоге
Изабелла-то, по сути, попадает просто под замес, так как основная цель была — это сын барона, его похищает местный грабитель Мессина. Это не какой-то мафиози, это просто, ну, по сути, грабитель, бандит. Да, он живет в горах вместе со своей бандой и похищает людей ради выкупа, ну и грабит крестьян. А нас отправляют туда ради того, чтобы мы их защищали. Ну, соответственно, мы миссию проваливаем, так как защита не удалась, и похищают в итоге сына барона. Изабеллу мы с боем отбиваем. И тут случается поворот, так сказать, ключевой поворот в отношении Энса и Изабеллы. Он спасает ее, рискует ради нее жизнью, и они целуются. Они целуются, затем он отсылает ее обратно на виллу, и сам начинает выслеживать банду Мессины, чтобы, так сказать, спасти сына барона и заработать себе еще очков. Выслеживая банду, он находит их лагерь глубоко в горах. Они рассуждают о том, что каких дров они наломали, потому что они хотели похитить просто сына барона, а в итоге похитили дочку Дона Таризи, и они, в принципе, понимают, кто такой Дон Таризи, и то, что им не сдобровать после этого. В итоге пробиваемся с боем через лагерь, и в финале сражаемся с самим Мессиной, убиваем его в дуэли на ножах, спасаем сына, приезжаем обратно на виллу, и... Как сказать? В том, что мы вернулись и спасли сына, нас как бы за это уважают, но не особо сильно рады, потому что изначально-то мы задачу провалили и допустили то, что похитили сына, и тем более похитили Изабеллу. Для Дона это был как бы удар по чести. Но Дон, в принципе, доволен, хвалит нас, говорит, что он ценит нас, он заказал, ну, то есть мы доказали свою преданность и, в принципе, проверку серьезным делом прошли. После этого будет сцена, как Энса встретится с Изабеллой в церкви, они обсудят то, что произошло, и Энса признается ей в любви и скажет то, что однажды он добьется признания ее отца, добьется ее руки и сердца. Спойлер, нет. Потому что мы не забываем то, что Энцо всего лишь Карусо, и для Дона Таризи он всего лишь инструмент. Наверное, по-человечески к нему относятся только Лука и, ну, и Изабелла, естественно. Через некоторое время нас вызывает Дон Таризи. Он жаждет мести, он нашел заказчика похищения сына, и из-за чего пострадала его дочь, и поэтому он приказывает нам найти местного аристократа, который это заказал, похитить его, привести его Тина, и дальше уже разберемся. Пробираемся в его особняк, пробиваемся через охрану, похищаем его, вывозим его, и Тина говорит то, что настало наше время, то, что мы должны заморать свои руки кровью и доказать верность своей семье. Дает нам револьвер и ставит нас перед выбором: либо мы убьем сейчас этого аристократа, либо нас убьют тут обоих. Ну и Энца без долгих раздумий просто стреляет и доказывает в очередной раз то, что он достоин стать частью семьи Дона Таризи. Через какое-то время мы проходим инициацию, и поэтому давайте просто посмотрим эту сцену, а я не буду ничего объяснять. Подойди. Все присутствующие здесь связаны кровью. Мы все семья. И в нашей семье существует кодекс чести. Предал одного, предал всех. Ты готов посвятить себя, всю жизнь этой семье? Да. Готов. Я клянусь в верности этой семье. Я клянусь в верности этой семье. Сгореть мне, как эта святая
если я нарушу клятву? Сгореть мне. Как это святая. Если я нарушу клятву. Добро пожаловать. Бенвенуто, Энцо. Бенвенуто, Энцо. Бенвенуто, Энцо. Салюты. Салюте. Теперь же Энцо полноправный член семьи, и, соответственно, с ростом его статуса растет и риск его заданий. Новой темой Дона Спадара и Дона Галанты является фальшивомонетчество. Они собираются печатать фальшивые доллары. У них уже есть место, где их никто не найдет. И есть канал связи, через который они будут переправлять эти фальшивые доллары. Но есть одна проблема, то что фальшивомонетчика поймала полиция и заперла его в местной городской тюрьме. И поэтому Энцо и Чезаре и Лео Галанте молодому поручают это дело. То есть они должны вытащить фальшивомонетчика из тюрьмы, вытащить его эти штуки для станка, которыми они собираются печатать фальшивые доллары, и доставить его на сыроварню, то есть на то место, где они собрались печатать эти доллары. В тюрьме мы встретим еще Эль Ломбре, это правая рука Дона Спадара, он там заперт, он нас не узнает вроде бы как, но запомните его. В итоге в конце мы деремся с местным комиссаром полиции, но нас вовремя выручают наши парни, и мы благополучно сваливаем оттуда. В итоге мы возвращаемся домой, дома нас ждет Изабелла, она не дождалась, пока Энцо ее пригласит, в итоге она вскрыла квартиру сама, пришла к нему в гости, говорим о любви, туда-сюда, то, что мы не можем жить без нее, как она мучается, клянемся друг другу в верности, любви, ну и происходит, так сказать, романтик, постельная сцена, и на этом миссия заканчивается. После этого нас ждет стандартная миссия гонка для всех частей мафии, то есть в каждой части мафии есть миссия гонка. Да, Лео предлагает нам поучаствовать в итальянских гонках, Тарго Сирагусса, да, но Чезаро говорит то, что нас туда даже не пустят, и на чем мы поедем, но в итоге Лео все решает, говорит то, что наши американские партнеры, которым мы печатаем доллары, пригнали контрабандный гоночный автомобиль, но его надо починить. Ну и, в принципе, вся миссия такая веселая о том, как мы будем чинить автомобиль, потом будем шантажировать местного барона или не барона, чиновника какого-то, который организовывает эти гонки. То есть надо будет сгонять в бордель, а он, так сказать, любитель острых ощущений, сфоткать его, да, нарыть на него компромат, и потом Лео договорится, и мы будем участвовать. Чезаро будет нашим штурманом, а мы будем за рулем, гоняемся, выигрываем, потом все празднуем, ну и в принципе на этом миссия и заканчивается. Дальше Энцо просыпается у себя дома от стука, к нему ломится Тина. Да, чисто наглый дед, блядь, ломится и вламывается в наглую квартиру, говорит то, что типа, какого хуя, блядь, я вообще какого хрена должен ждать на пороге, кто у тебя дома, давай показывай. Ну и суть такая, то что кто-то их сдал. И люди Тина из полиции говорят то, что скоро будет налет на сыроварню, где они печатают фальшивые бабки, и им нужно быстренько нестись туда, спасать монетчика, спасать деньги и выяснить, кто все-таки их предал. Ну и поэтому Энцо быстро собирается, едет на сыроварню, там вскрывается то, что гвардия уже приехала, то есть полиция. Там же мы встречаем этого комиссара, с которым мы дрались, и вскрывается сразу предатель, то что это предатель из клана Спадара, его левая рука, это Эль Ломбре, брат вот этого Ильмерла. Он сидел в тюрьме, да, то есть мы, когда вызволяли Джузеппе из тюрьмы, то есть фальшивомонетчика, мы видели его в тюрьме, и он заключил сделку с полицией, то что он сдает, где находится их предприятие, ну, так как он же из конкурирующей семьи, он сдает предприятие Таризи, приводит туда полицию и, соответственно, сам себе забирает оттуда часть денег. Ну и в итоге мы зачищаем всю сыроварню, убиваем полицию, пробираемся до Чезаре. Чезаре уже схватился с Эль Ломбре. Ну, в итоге он его не вывозит.
Энса также моросит, не успевает его пристрелить, Омбра прыгает в машину, забирает бабки и начинает от них сваливать. Но они быстренько опомнились, прыгают в другую машину и начинается погоня. В итоге они гонятся за ним и приезжают в какую-то то ли заброшенную деревню, то ли что. Там вокруг туман, этот прячется, и они его там ищут. В итоге он сдается к ним в плен, да, начинает их провоцировать, говорит то, что его нельзя убить, так как он человек чести, типа, и по законам мафии они не могут его просто так взять и казнить, то есть им нужно предъявить конкретно, и это должен быть делать Дон, а не Чезаре и Энсо, так как они просто обычные солдаты, можно так сказать. Но в итоге разговор у них не состоится, и Чезаре просто убьет его сзади лопатой. Ну и в итоге у них не остается выбора, они прячут тело, подстраивают это как несчастный случай, да, то, что он там ехал из-за тумана, сорвался с дороги, разбился и сгорел в машине. Так как никто не хочет войны между двумя кланами. После этого нам показывают сходку двух донов, точнее 3 донов. Да, Дон Галанто, он выступает как такой третейский судья, третья сторона, которая вот призывает всех к диалогу. Ну и Дон Спадара и Дон Торизи выясняют отношения. Спадара начинает предъявлять за убийство Элеомбры, а Торизи начинает предъявлять за то, что он крыса. И в итоге диалог у них не строится, и по их лицам, да, по атмосфере понятно то, что войны не избежать, и, в принципе, все начинают к этому готовиться. Ну и выливается это все в полноценную войну, да, конфликт. Начинается, наверное, самый интересный отрезок игры. Да, к Дону Торизи приезжает, блядь, местный барон, блядь, запутался в их именах. Приезжает барон Фонтанелло, говорит, что на его одном предприятии началась забастовка, а на этом предприятии стоит, типа, бригадир от Дона Торизи. Ну, и он просит разобраться с этим, типа, то, что он несет убытки. Соответственно, если он несет убытки, будет нести убытки и Торизи. Ну, и вообще это, короче, все вредит бизнесу. Поэтому он просит разобраться с этим. Дон же подозревает, что что-то не так, потому что его человек, как его там зовут, не суть, короче. Его человек, который там стоит бригадиром, он не мог этого сделать, и поэтому он посылает туда разобраться Энса, да, чтобы он все разузнал, выяснил, что да как, и доложил об этом Дону Торизи. Ну и в итоге Энса приезжает, проводит небольшое расследование, приезжает туда, на эту фабрику, выясняется то, что забастовку реально поднял человек Торизи, но сделал он это, оказывается, не по своей воле, а так как его вынудил его Спадара, потому что он должен денег. В итоге, в ходе всего этого, мы находим этого раненого бригадира, он на последнем издыхании признается во всем, говорит, что он не виноват, просит его простить, и на нас нападает Ильмерва. Да, в отместку за убийство своего брата он начинает попытку убить нас. В итоге завязывается бой, фабрика рушится, все вокруг горит. Ну, мы выбираемся оттуда, Ильмерва выживает, а фабрика полностью сгорает. Ну и, соответственно, из-за этого отношения между Доном Торизи и бароном Фонтанелло ужасно портится, потому что фабрика это принадлежала барону. Ну, пока что на этом все. Следующий шаг Дон Спадара делает на празднование местного праздника религиозного, да, день какого-то там святого, наверное, покровителя местного города. И, соответственно, это был религиозный праздник, и плюс еще крещение ребенка новорожденного сына Луки. На него заявляется Эльмерва, он теряется в толпе, забирается на башню, и во время празднования он просто начинает расстреливать всех людей с винтовки. Дон Торизи из-за этого, конечно, приходит в бешенство, командует нам принести его голову, зарезать его. Мы пробираемся сквозь площадь простреливаемую, забираемся к нему на вышку, схватываемся с ним один раз,
Да, опять дуэль на ножах, мы проигрываем, он сбегает, мы его догоняем, деремся еще раз, он опять выигрывает, опять убегает, в итоге мы загоняем его за город, за городом он прячется от нас, потом из-под тишка нападает, опять схватка, и Энцо практически погибает, потому что, да, из-за своей, можно сказать, гордыни он провтыкал, да, и Ильмер всадил ему нож в ногу и почти его задушил, но к нему успел Лука, да, который быстренько среагировал и застрелил его. Да, и конфликт, ну, то есть, не то, что конфликт, тут уже полноценная, полномасштабная война, потому что, ну, Ильмер там нормально народу пострелял на площади, а мы убили уже и правую, и левую руку Дона Спадара. Ну и, в принципе, все. Война подходит к окончательной развязке. Кровь уже льется вовсю, и что Дон Спадара, что Дон Торизии, в принципе, не хотят отвечать. Ну, а местный барон несет из-за этого убытки, поэтому он уговаривает Дона Торизи через Дона Галанте прийти на переговоры, а на переговорах они просто ставят Дону Торизи ультиматум, что он отходит от дела, у него забирают все, что есть. Дон Спадара, кстати, забирает все, потому что он спелся с этим бароном Фонтанелло, и они хотят просто опрокинуть Дона Торизи. Ну, Дон Торизи, естественно, конечно, идет в бычку, говорит, типа, вы что, совсем, типа, угораете? И, в принципе, закономерный финал того, то, что Дон Спадара тоже не станет отступать. Хотя барон пытается все-таки как-то там угомонить этого Спадара, типа, говорит, может, типа, найдем другой выход, давай, типа, договоримся, я его уговорю, а Дон Спадара просто говорит то, что нет, никаких больше переговоров, и его люди просто устраивают бойню вместе переговоров, они убирают Дона Галанте, ранят Луку, убивают кучу бандитов Торизи, и мы кое-как пробиваемся через людей Спадара, отбиваемся от них, скрываемся в баре Галанте, но Лука был тяжело ранен, и в итоге следует сцена, наверное, одна из самых грустных сцен в этой игре, потому что Лука это, наверное, ну я не знаю, нельзя, наверное, назвать полностью положительных персонажей, типа так как они же, ну, все бандиты, все мафиозы, но Лука среди всех, наверное, самый адекватный и самый положительный персонаж. Ну и, наверное, еще молодой Лео Галанте более-менее такой. И старый Дон Галанте, наверное, тоже. Но Лука был, конечно, да, самый лучший. И в итоге он умирает, да, прямо на руках у Энца, и перед смертью он говорит Энце, чтобы он бросался этой жизнью, не шел по его пути, типа, и Энце впервые, ну, закрадывается сомнение о том, то, что правильно ли он это делает, ну, правильно ли он живет вообще, стоит ли жизнь мафиоза того, всех вот этих потерь, страданий, крови. После этого Энце отдыхает у себя в квартире, ну, как отдыхает, пытается заснуть, не может. К нему присылают людей Дон Торизи, он, находясь в полнейшей паранойи, думает, что к нему пришли убийцы. Но в итоге он выходит на контакт, да, ему говорят, чтобы он приехал в поместье, так как с ним хочет поговорить Дон. Он едет с Чезаре, приезжает, и Чезаре приводит его к Дону. И тут происходит такая сцена, которая показывает, ну, задатки конфликта Чезаре и Энса о том, то, что... Ну, вообще по игре Чезаре такой чисто баламут, придурок. Никто его всерьез не воспринимает, да. И здесь он... Хотя при этом он племянник Дона, да, и давно уже в семье. Здесь Дон демонстративно говорит ему, чтобы он ушел, так как он хочет поговорить только с Энсо, и у Чезаре такое... Закрадывается к нему вот эта зависть, то, что его никто ни во что не ставит, при том, то, что Энцо это вообще бывший Каруссу, да, раб, но к нему как будто Дон проявляет больше доверия. Дон Торизи начинает тут заливать, типа, стандартную байку всех вот этих боссов, да, о том, то, что вот, семья это главное, то, что преданность, то все, мы должны отомстить. И отправляют
Энца, получается, в Палермо, чтобы он разобрался с Доном Спадара и убил этого барона Фонтанелло, так как здесь как раз-таки Таризи произносит речь о том, что никто не ранит так сильно, как друг, а напомню то, что барон Фонтанелло так-то был друг Дона Таризи, и они вообще хотели совместить свои семьи, поженив Изабеллу и сына барона, но здесь он отдает приказ убить их. Энца же, находясь в шоковом состоянии после всего этого, не отказывается, а наоборот рад этому. Да, и он просто говорит, что, конечно, я готов отомстить, я достану их из-под земли, и они заплатят за все. Ну, а Дону Таризи это и надо, потому что по его лицу видно даже то, что Дон Таризи это точно не положительный персонаж, это какой-то манипулятор. И поэтому его план работает, Энца на эмоциях говорит, что все сделает, и отправляется в Палермо. Ну, перед этим у него еще состоится серьезный и важный разговор с Изабеллой, которая тоже в шоке от всего того, что произошло. Она также в трауре, и она умоляет Энца, чтобы он остался с ней и никуда не уезжал. Но Энца уже принял приказ под козырек, да, и уже настроился и собирается ехать мстить. Но Изабелла говорит, что Луки уже ничем не поможешь, и это правда на самом-то деле. Он ведь уже мертв. И она говорит, что беременна. Но Энца все равно стоит на своем, потому что ярость у него уже все затмила весь взгляд, и он говорит то, что он по-любому туда поедет, и ему надо сделать это дело. А Изабелла пытается ему объяснить то, что он тупой дурак, да, потому что из-за амбиций и из-за, как сказать, верности ее отцу он совсем не понимает, что творит, и... Ну и сам, получается, гробит их будущее. Да, и она признается ему то, что она беременна, но это его не останавливает, и все равно он уезжает в Палермо. Она же полностью разочаруется и уходит. Ну вот мы и уезжаем, дальше мы видим разговор Дона Спадара и барона Фонтанеллы, да. Видно то, что Фонтанелла тупой чисто лох, да, такой коммерс. А Фонтанелла, а Спадара чисто давит его, да, на авторитете, говорит то, что все, ты уже под моей пяткой, ты будешь делать то, что я скажу, давай переписывай на меня все имущество Таризи, я тебе там забашляю, и мы будем с тобой делать деньги. Фонтанелла же, ну как любой коммерсант начинает юлить, да, съезжать, говорит, может, как-нибудь договоримся, типа, но договориться не выходит. И Спадара просто продавливает его. Энца же приезжает, на месте его встречает человек Таризи, это местный пастырь. Они ему приносят взятку, и он должен провести Энца в театр, где идет встреча как раз-таки вот Спадара и Фонтанеллы. Пастор принимает взятку и ведет нас через подземный переход. Там же Энци задаст ему вопрос, который его мучает. Мол, типа, что важнее, личное счастье или преданность? На что пастор ответит ему, на все воля Божья. Ну и Энца в голове у себя протрактует это по-своему. Проберемся через старое подземелье, да, там будем убивать боевиков Спадара. Ну, это, в принципе, не так интересно. Да, в конце пастор приведет нас к лестнице, которая ведет через канализационный люк, который проходит в театр, да, и скажет, чтобы мы там вели себя тихо, потому что иначе охрана поднимет шум, и барон Фонтанелло сбежит. Также скажет, где сидит сам барон, он сидит в королевской ложе, да, и смотрит представление, поэтому Энца пробирается через театр, находит эту королевскую ложу и вершит, так сказать, правосудие. И в этот момент, когда Энца будет убивать барона, туда же придет Спадара, он это все увидит, будет в шоке, да, то, что он вообще не ожидает увидеть там Энца, потому что, по меркам мафии Энца вообще шестерка, ну и плюс он лично знает и Спадара его знает, то, что он вообще бывший Каруссу. И он удивится, поднимет шум, да, позовет охрану и начнет сбегать. А Энца, увидев его, у него просто начнется как
психоз, он как заправский хитман кончит Фонтанеллу и побежит в погоню за Спадара. Спадара соберет всю свою армию, всех своих бойцов, да, и натравит на Энса. Ну и плюс там еще будет не только его бойцы, плюс местная полиция, которая вся куплена, и поэтому мы также с боем будем пробираться до самого Спадара. В итоге мы настигнем его в катакомбах, да, под городом. Там у нас завяжется с ним опять классическая дуэль на ножах. Мы его победим, и во время этой дуэли мы будем друг друга оскорблять. Ну, по факту-то Спадара говорит реальные вещи, потому что Энцо просто дебил, да, не замечает то, что Дон Торизи его реально использует, и то, что он для него вообще ничего не значит. В принципе, как и все. У него только свое эго на уме. Но Энцо этого не видит. Он предан ему как пес. А Спадара ему говорит то, что, ну, мол, ты был у меня рабом в шахте, да, а сейчас ты вот раб у Торизи. И все. Мы его убиваем, да, мстим за Луку, мстим за всех. Он еще расскажет то, что наш отец продал нас всего за 100 лир, а это вообще, ну, то есть, копейки. Ну, в итоге Энцо, да, в этой нелегкой схватке побеждает, да, режет его просто как свинью. И все, в принципе, месть свершилась, да, снимает с него кольцо, как доказательство того, то, что он убил его и не струсил. И туда же приходит пастор, да, который решил помочь нам, да, вмешаться, убил пару охранников и выводит нас из этих катакомб, чтобы Энцо наконец-то скрылся. Ну и пастор, кстати, тоже, да, вот подкинет мыслю такую, то что когда Энцо спросит его, нахрена он вмешался, он скажет то, что Бог-то все может простить, а вот Дон Торизи по-любому не простит. Ну и это опять еще плюс один в копилку того, то, что Дон Торизи, ну, ничем не лучше Спадара. Ну и в итоге пастор выводит нас там всякими окольными путями. Да, там уже нас ждет тот же самый кучер, который нас привез. Пастор нас грузит обратно в тележку, говорит, все, сваливай. И Энцо благополучно прощается с пастором и говорит спасибо. И уезжает обратно. В итоге мы возвращаемся обратно на виллу. Дон Торизи приятно удивлен, а может и неприятно. Ну, в общем, он очень удивлен, то, что Энцо вообще вернулся живой. Да, и еще выполнив идеальное задание, Энцо отдает ему кольцо, как знак доказательства того, что Спадар мертв. И мы по этой катсцене уже видим то, что Торизи, ну, реально тоже тот еще мудак, потому что ему-то это все на руку. Он такой довольный, просто счастливый, да, то есть он всю игру там не улыбался, а сейчас, да, несмотря на то, что там умер Лука, то, что все идет, ну, по пизде, грубо говоря, война, да, куча людей его погибло, ему вообще похеру, да, он думает только о себе, о своем величии. И Энцо это замечает, да, то, что он видит по его лицу, типа то, что, ну, ему вообще совсем пофиг. В конце он еще такой кидает фразу о том, типа то, что да, ты отомстил за Луку, но мы его уже похоронили, так что если хочешь, говорит, иди проверь его. Ну и при этом он к Энцо относится, да, как к инструменту. То есть он не говорит ему то, что ты там, типа, там, я там, тебя там ценю, там, туда-сюда. Он говорит, там, что я там такой горжусь, типа, ты мой лучший солдат, да, лучший исполнитель. И Энцо уходит, оставляя Дона Торизи пялиться на кольцо, да, а тот просто в своем тщеславии просто весь утопает. Да, выслушав от Дона Торизи, Энцо уходит проведать Луку, да, на его могилку, на его кладбище. По дороге мы еще встретим Чезаре, да, и по его роже тоже будет понятно, то, что он, в принципе, тоже какой-то гниткин, потому что недоволен. Видно то, что он затаил на Энцо, да, из-за того, что Дон поставил Энцо, да, бывшего Карусу, выше, чем родную кровь. Ну и это в дальнейшем это даст о себе знать. Придя на могилу к Луке, Энцо прощается с ним, говорит о том, что он осмыслил его слова, да, еще плюс его падре подтолкнул, и плюс вся ситуация, да, о том, что Дон Торизи, ну, реально мудак. И Энцо клянется, что начнет новую жизнь, уедет с Италии, да, заберет с собой Изабеллу и будет жить нормальной. Он не будет жить как
мафиоза, да, это ему не надо, он хочет спокойной, тихой, мирной жизни вместе со своей семьей. Туда же приходит Изабелла, она его поддерживает, и они вместе придумывают план о том, то, что они уедут в Америку. Ну, пока еще, наверное, пока это, точнее, еще не ясно, то, что они уедут в Америку. Энцо просто говорит то, что я клянусь тебе, я хочу быть с тобой, да, быть с нашим будущим ребенком, и поэтому мы улетим отсюда. Да. Ну, точнее, не улетим, блядь. В то время самолетов еще не было. То, что мы уплывем оттуда, да, и начнем новую жизнь. Но он прекрасно понимает то, что Дон Торизи и, ну, не даст ему нормально уйти, да, и не даст ему спокойной жизни. Через какое-то время Дон опять вызывает Энса к себе. Энса уже не хочет работать на Дона, да, ему это все надоело. И по его характеру видно, как он превратился из загнанного в угол парня, да, малолетки, который работал в шахте, превратился вообще в холодного убийцу. Да, то, что его даже люди Тина побаиваются. Ну и в итоге, да, он приезжает на какое-то скрытое место, да, где Дон Торизи пытает капитана Спадара. Вся миссия вообще заключается в том, то, что Дон Торизи скажет зачистить всех оставшихся капитанов Спадара, да, полностью хочет разгромить клан и забрать, ну, получается, всю Сицилию, да, всю часть полуострова забрать под свой контроль. Опять встречаем их, Дона и Тина. Тина вот чисто старый мудак, которому вообще все по кайфу, да, он вообще изначально к этому Дона пихал, да, он об этом говорил. У Дона Спадара, ой, у Дона Торизи просто сорвало крышу, да, он как маньяк просто забивает одного из капитанов. Это, кстати, тот Игнасио, которого мы там встретим в начале игры. В итоге он начнет вешать на уши лапшу Энце, о том, типа, как он гордится им, типа, ты такой молодец, ты вообще такой, типа, самый лучший мой солдат, вообще. Вот, я тебе дарю шахту, да, в которой ты пахал в детстве, а теперь ты будешь там, ну, бригадиром. И, ну, по лицу Энца видно то, что ему это вообще нахер не нравится, ему это нафиг не сдалось, потому что он-то уже планирует свалить. И Тина стоит просто... Ну, Тина уже давным-давно подозревает. Он, в принципе, всю игру подозревает, то, что Энца какой-то не такой. Ну, и по лицу Энца видно то, что он... Любой из бандитов Торизи бы прыгал от счастья, да, окажись на месте Энца, потому что он станет там богатым человеком. Ну, а Энца просто это уже совсем не нужно, и он думает совсем о другом. В итоге Тина скажет там убить всех капитанов, мы там придем сначала на виллу Торизи, получим указания, получим экипировку, да, машину, там все, встретимся с Изабеллой, Валентиной, кстати, да, женой Луки, которая помогает нам тайно встречаться. Изабелла скажет, то, что она уже не может ждать, то, что Тина уже почти все узнал, да, все подозревают Энца, и скорее нужно сваливать. Энца ее успокоит, да, потому что ему нужно выполнить последний приказ, да, отвести от себя как-то подозрения. Да, и он попытается успокоить Изабеллу, то, что все нормально, сейчас я доделаю дела, и мы уедем. Ну и еще мы поговорим с Валентиной, которая тоже даст нам свое напутствие. Мы ей поможем деньгами, потому что Лука единственный был в семье, кто относился к Энцу изначально как к человеку. И вообще был, ну, единственным, получается, светлым пятном в этой семье. Энца даст ей денег немного, чтобы она тоже смогла начать свою новую жизнь вместе со своими детьми. А она же попросит нас быстрее заканчивать здесь дела, забирать Изабеллу и бежать от этой жизни. Ну, а Энце скажет, что он не может торопиться, потому что все вокруг его подозревают, и нужно быть максимально аккуратным. Ну и в итоге, да, мы пройдем эту филлерную миссию. На самом деле, миссия филлерная, реально, типа, мы побегаем, поубиваем капитанов, и в конце мы приедем в церковь, где скрылся последний капитан, да, и там нас будет уговаривать местный падре, чтобы мы прекратили кровопролитие и оставили его в покое. Ну, падре шлют нахуй, да, и все. В итоге этот капитан выходит сам, да, сдается на милость, блядь, кого? Тина. В итоге, да, он пытается сдаться, но Энца стреляет ему в лицо, и последний капитан Спадара оказывается мертвым.
Ну и мы расправляемся с последним капитаном, да, и у Тина тоже врубается режим маньяка из-за того, что Падре начинает нас отчитывать, то, что вы пролили кровь в храме Божьем, это нельзя, так нельзя, у Тина включается вот режим маньяка, и он начинает припоминать Падре то, что ты вообще-то живешь на наши деньги, бухаешь наше вино постоянно и вообще тешишь себя нашими женщинами, поэтому знай свое место. Ну и между ними, видимо, какая-то до этого вражда, либо Тина просто какой-то садист. И он говорит, типа, все, успокойтесь, пацаны, вы свою работу сделали, идите гуляйте, а я сейчас разберусь с Падре. Нам нужно с ним поговорить. Он запихивает его в церковь. И Энцо думает мешаться, но Чезаре его останавливает, говорит, что это не стоит того, типа, просто закрой на это глаза и уходим. Ну, что мы и делаем. В итоге все заканчивается попойкой в баре. Да, и Чезаре напивается. Энцо тоже делает вид, что напивается, но он там задумался уже о своем. Там же еще находится Лео Галанте, куча мафиози Таризи, и Чезаре, да, показывает свою гнилую натуру, то, что он реально просто вот чмо, и завидует Энце во всем. Потому что у него никак до его прихода у него вообще ничего не получалось, и вообще его никто ни во что не ставил. А тут пришел Энце, да, и буквально за короткое время добился огромного успеха. Энце его отшивает, да, говорит, что ты несешь, тебе что вообще надо? Чезаре вроде начинает извиняться, говорит, типа, ой, да забей, типа, туда-сюда, и в итоге уходит с проститутками наверх, в принципе, как обычно, да, он всю игру его, кроме выпивки и баб, его, в принципе, ничего не интересует. А Энцо договаривается с Лео, то, что Лео дает ему билеты на паром, чтобы отплыть в Америку. Говорит то, что если ты решился, то делай до конца, да, и не возвращайся сюда, потому что, ну, иначе тебе конец. Да, дает напутствие, говорит, что как прибудешь в Америку, дай о себе знать, потому что, ну, он считает его другом, да, и Лео, в принципе, реально, да, то, что он и в прошлых частях мафии, что и в этой, он оказывается самый таким адекватным вообще челом. Здесь он еще молодой, да, и он говорит, типа, мы здесь свои дела закончили, нам тут ловить нечего, поэтому мы уезжаем в Америку. Как прибудешь туда, найди нас, и... Ну и все на этом. История близится к финалу, мы едем за Изабеллой. Она прячется в доме у Валентины. Так что мы слышим, видим то, что Энсо написал ей письмо, да, и просил ее быстро собирать вещи, потому что уже все готово. Приезжая к Валентине, Изабелла нас встречает, уже готовая, собирается, ну, уже с вещами. Мы быстро садимся в машину и едем на вокзал, потому что по плану у нас надо уехать в Палермо на поезде, а уже оттуда отплывать на пароходе до Америки. Ну, на вокзале нас быстро встречает Тина, который давно уже про все прознал, потому что он запытал Падре, и он рассказал секрет Изабеллы о том, что она беременна. В итоге нас пакует Чезаре вместе с другими братками и увозит нас к Дону, а Тина забирает Изабеллу, чтобы увезти ее обратно на виноградник. Чезаре привозит нас к Дону, туда же, где и мы начали игру, да, вот в эту серную шахту. Дон там нас ждет в бешенстве, начинает нас избивать, говорит, что мы ничтожество, то, что он дал нам все, а мы обрюхатили его дочь, и вообще на чем мы надеялись. Мы же, блядь, всего лишь Каруса. И в итоге он его забивает почти нас до смерти и говорит Чезаре убить нас, но тут начинается извержение вулкана, да, и все трясется. Опять же, в начале игры был момент, то, что вулкан уже извергался, да, уже были землетрясения, и люди все ждали и ждали. И по прохождению игры толчки становились все сильнее. В итоге в финале вот он, да, извергается наконец-то. Это дает нам время, чтобы мы выпрыгнули вместе с Чезаре в окно. У нас начинается драка, в которой мы будем биться, получается, с единственным оставшимся его другом. Ну и в итоге мы бьемся с Чезаре, да, пытаемся его вразумить, он ничего не слушает, нападает на нас. Мы закономерно его побеждаем, но в конце Энцо не добивает его, потому что он же его друг.
и он не хочет марать об него руки, потому что все-таки считает его другом. Хотя Чезаро уже был готов к смерти. В итоге Энцо просто оставляет его сидеть израненного, запирает ему за ним дверь, чтобы он не смог сбежать, и двигается дальше. В итоге там будет потом дальше небольшой отрезок в шахте, да, мы будем там бегать туда-сюда, но это неинтересно. И в конце нас ждет финальная схватка с Доном Таризи, потому что он нас будет преследовать в этой шахте. Выйдя, оба израненные, уставшие, он на нас нападает со спины, говорят, что не позволят нам уйти безнаказанно. В итоге у нас завязывается с ним схватка, и с ним, на фоне извергающегося вулкана, да, побеждаем его. Во время схватки он так же, как Дон Спадара, нас поливает грязью, говорит то, что мы не изменились, нам не изменить свою породу, типа свою природу, то, что мы как и были ничтожеством, так и останемся. То, что он подарил нам все в этой жизни, а мы в итоге вот отплатили ему предательством. Ну, хотя тут можно поспорить, кто кого предал. И в итоге, да, Дон Таризи умирает, просто истекая кровью на фоне этого вулкана. И Энцо уже преисполнился тем, то, что он победил, он сейчас уйдет. Ну, тут появляется Чезаре, который говорит, мол, Энцо, прости меня. И всаживает нам перо под ребро, да. Ну и в итоге, да, все заканчивается тем, то, что Энцо победил Дона Таризи, но его предает его друг, которого он пощадил. И мораль такова, то, что, как и говорил Дон Таризи, то, что никто не бьет больнее, чем друг. Да, и так же, как и мы, преданный солдат Дона, убиваем его, нас же убивает наш преданный друг, которого мы пощадили. Да. Энцо истекает кровью и умирает. И дальше игра нас переносит на отрезок, где мы будем играть за Изабеллу. Ее привезли на виноградник, да, Тина запер ее в комнате и говорит то, что сейчас приедет врач и будем тебе делать аборт. И в итоге нам надо будет просто выбраться с поместья, да, сбежать, поэтому там делаем небольшие головоломки, попрячемся от людей Тины, да, чтобы нас не поймали. В итоге проберемся через подвал, через дом, и на выходе уже на финишной прямой он нас поймает, потащит нас обратно, чтобы нас забрал врач, но в итоге мы даем ему схватку. И схватка с Тиной, ну, конечно, такая себе, нам надо будет от него прятаться по арене, он будет ходить, потому что в катсцене, да, Изабелла порежет ему глаз ножом, да, и он будет плохо видеть, поэтому еще и дым. Надо будет отвлекать его и бить его ножом со спины. И в конце она всадит ему нож в сонную артерию, он загнется, и приедет Чезаре. Изабелла начнет кричать, типа, мол, где Энцо? Чезаре ей ничего не ответит, просто отдаст ей билеты на пароход, письмо Энцо, и останется один на фоне догорающего особняка. А Изабелла просто уезжает и в итоге садится на корабль, который отплывает... Отплывает куда? Отплывает в Empire Bay, да, в город получается, из первой части. Ой, нет, в город из второй части, да, я что-то путаю. В город из второй части, да, и она читает письмо Энцо, плачет, да, и на фоне мы видим небоскребы Америки. Ну, и это так, затравка, наверное, на следующую часть, поэтому, возможно, в следующей части будет какое-то продолжение их истории, но, как по мне кажется, продолжать уже нечего. Потому что, в принципе, все части мафии — это уже законченные истории, да, ну, кроме тройки. Тройку вообще можно не считать за мафию, это какая-то параша про негра. А первые две части были идеальные истории о том, прямо как фильмы о мафии, то, что без хэппи-энда, да, то, что за все приходится платить, и в конце главного героя всегда ожидает, как сказать, грустный конец, что и в первой части, что и во второй. В принципе, эта часть, мне кажется, это самая кинематографичная часть в серии, потому что, да, большая часть игры проходит в катсценах, да и видос я весь монтировал по катсценам, потому что геймплей здесь откровенно, ну, такой себе, типа, ничего нового. Да и он, в принципе, ну и не интересен. Интереснее больше сюжет, да.
Потому что тут есть всякие возможности, типа там магазины, можно покупать одежду, оружие, коней, блядь, машин. Но я этим вообще не пользовался, я просто брал то, что у меня было, и играл только ради сюжета. И, в принципе, я остался доволен, да, то, что это нормальное возвращение серии, да. То есть это старая добрая мафия на уровне, наверное, ничем не уступающая второй части. Хотя, может, кто-то не согласится. Ну, как по мне, мне все понравилось.